Работа не волк, но поработать надо. Let's go. Итак, у нас в планах обновить спальню, а точнее ее покрасить и кое-что подремонтировать. Для начала нужно подготовиться. Убрать вот эти вот щели в стенах, убрать старую краску с рамы оконной, заделать дырки, зашпаклевать, зачистить, засендить, ну и естественно выбрать краску. При необходимости используем герметик для заполнения щелей между плинтусами и стеной, оконной рамой и стеной или дверными коробками и стеной. Для самих же стен мы используем быстро сохнущую шпатлевку, потом естественно мы ее обрабатываем и выравниваем стены. В местах, требующих защиту от краски, мы используем малярную ленту. Начинаем красить мы с потолка и первым делом занимаемся подрезкой углов. Что я сделаю? Ну и все. Ой, пожалуйста, блядь. Для плинтусов, оконной рамы, дверей, в принципе для всего деревянного, используем краску Aquanemon. Цвет для стен выбираем из трех понравившихся. Первый это Sea Creature, второй цвет называется Hideaway, и последний это Purpose Place. На стене это примерно смотрится вот так. Да, конечно, нужно положить два слоя для полноценной картины, но скорее всего мы выберем средний цвет. Hideaway. Краска сохнет быстро, поэтому я крашу каждую стену по отдельности, чтобы не было разводов и чтобы можно было ее равномерно распределить. Второй слой ложится быстрее, делает цвет более насыщенным, ну и в принципе убирает все изъяны, которые оставались после первого слоя. Два слоя краски необходимы также и для плинтусов, и оконных рам, и дверей. Заменим старую люстру на новенькую из Икеи. Здесь три лампочки, но они немножко из-за старости, пластик стал рассыпаться, поэтому не камильфо. Зачистим последнюю стенку. Обязательно используем дверной ограничитель, или стопор, как он называется правильно, я не знаю, потому что дырка в стене от дверной ручки уже была. Снимаем и защищаем дверь. Ну и красим, естественно. Итак, пока на видео здесь я крашу ванную комнату, скажу немножко про ценообразование в Австралии на данные услуги, на малярные работы, точнее в Мельбурне. Сколько вообще стоит покрасить дом, гараж, комнату или внешние работы типа забора, балкона? И многие компании делятся на два типа. И кто-то берет за квадратный метр работ, и это от 20 до 40 долларов за квадратный метр. А кто-то, как спецы крутые, частные лица, берут, допустим, от 35 до 75 долларов за 1 час работы.
бывает и по 100 долларов в час. Но учитывая иммиграцию сегодняшнюю, наших людей специалистов из Индии, Поднебесной или муслимов, то эти рукожопые порой могут просто сбивать цену, назначать 25-30 долларов в час за свою работу, делать работу, а потом человек жалуется. И потом он нанимает других, кто переделывает, поэтому не угадаешь. Будьте бдительны и внимательны. В Австралии сегодня так. Что касается, в принципе, работы, из чего они складываются, то это подготовительные работы, это краска, это материал, это сложности. И касательно краски я скажу так, что краска, которой делал я комнату, в среднем стоит 40-50 долларов за 1 литр. Плюс все материалы, расходники, подготовка. Примерно, если взять в расчет рыночную стоимость, мне бы обошелся ремонт данной комнаты долларов, наверное, в 700-800. Я сделал таких 3 комнаты, 2 ванных, лондри и туалет. Итого, по моим расценкам, примерно я сэкономил 1003, может быть, 3,5 долларов. Ну что же, финалимся, собираем пару тумбочек и переходим к самому сладкому, к обустройству интерьера. А, вы здесь? Ну ладно. Доделывайте. Что ж с ценой? Мы не все закончили.